Привет, Арми! Сегодня у нас выпуск уровня «Держите попкорн». В одной неделе сошлось сразу несколько событий. Премьера фильма «No Other Choice», на которой появился Тэхён с РМ, громкий скандал вокруг фильма «The Wedding Banquet», новость о покупке Тэхёном люксового пентхауса в Чхондамдоне и песня, которую он внезапно выложил в Инстаграм. Кажется, все это не связано, но если собрать пазл, выходит очень интересная картина. Начнем с того, что реально зафиксировано. Тэхён был на премьере фильма «No Other Choice». И не один, а вместе с РМ. О фильме режиссер Пак Чхан-ук, автор «Олдбой» и «Служанки». Это имя — гарантия качества. Когда он снимает, это всегда фестивали, награды и жесткие истории. Жанр — триллер. Сюжет держат в секрете, но критики пишут, это драма о власти, предательстве и ситуациях, где у героя буквально нет другого выхода. О премьере показ проходил в Сеуле. Это был VIP-ивент, только звезды, только свои. И как только в зал вошли В и РМ, внимание переключилось полностью. На них камеры, вспышки, половина журналистов реально забыла про актеров фильма. Комментарии СМИ. BTS снова превратили кино в собственное шоу. Тэхён пришел не случайно. Его связь с режиссером Пак Чхан-уком уже обсуждалась раньше. РМ и Ви вместе на премьере — это отдельный культурный код. Фанатские реакции — это не случайность, он явно готовит актерский проект. Ви слишком красив для триллера, но Пак Чхан-ук умеет превращать ангелов в демонов. А если он реально дебютирует как актер, это будет мировой взрыв. Фанаты нашли фото, где Тэхён встречался с режиссером еще до премьеры. То есть это не просто пришел поддержать, а личная связь. Параллельно вся Корея обсуждает другой фильм «The Wedding Banquet» 2025. Сюжет — ремейк классики Энга Ли 1993 года. Мин, студент из Кореи, живет в США. Он гей, но не может сказать об этом родителям. Чтобы сохранить визу, он заключает фиктивный брак с подругой. У подруги есть девушка, и они хотят ребенка через ЭКО. И тут в США приезжает его бабушка. Она требует устроить традиционную свадьбу. Начинается комедия положений, где ложь наслаивается на ложь. Но за юмором скрываются вопросы. Что такое семья? Можно ли жить по-новому в мире старых традиций? Главная звезда Юн Йо Джон — актриса с Оскаром за «Минари». Ей 78 лет, она играет бабушку Мина, но реальная драма случилась не в фильме, а на пресс-конференции. Она сказала: «Все равны, будь то геи или гетеросексуалы. Корея по-прежнему консервативна, но мы должны открыть сердца всем людям». И добавила: ее сын гей, и она сама устроила ему свадьбу в Нью-Йорке, когда там разрешили однополые браки. Для Кореи это бомба. Тема ЛГБТ по-прежнему табу, и то, что говорит мать-легенда с Оскаром, это реально ломает систему. Комментарии в Корее. Юн Йо Джон снова делает то, что никто не решается. Но фильм теперь нельзя смотреть просто как комедию, это политическое заявление. Но в 78 лет она говорит то, что молодые айдолы боятся сказать из-за карьеры. Реакции фанатов: если бы такое сказал айдол, его бы сожрали. Но Юн Йо Джон может, и мы гордимся ею. Она дала голос тем, кого в Корее до сих пор заставляют молчать. Фильм еще даже официально не вышел. Премьера в Корее 24 сентября. Но обсуждение уже кипит. И вот мы видим странное совпадение. Тэхён появляется на премьере «No Other Choice». В это же время страна обсуждает «The Wedding Banquet». Два разных фильма, два разных режиссера, но темы пересекаются. Оба проекта говорят о выборе, о смелости, о том, что иногда приходится идти против правил. Фанаты пишут: если решит сниматься, он выберет не легкую романтику, а что-то острое и социальное. Он специально через фильмы показывает, куда он смотрит. И это в стиле Ви. Он никогда не говорит напрямую. Он всегда выражается через символы. Музыку, фото, фильмы. Теперь идем в самое интересное, в личное. Покупает пентхаус в Чхондамдоне. Цена 14,2 миллиарда вон. И это не ипотека, не рассрочка, не позвоню маме, да это наличка. И тут вопрос. Зачем человеку, который половину времени проводит на гастролях, 273 квадрата? 5 спален, 3 ванные. Это не квартира, это маленький отель. Ну реально, 5 спален. Одна для него, одна для гольф-соседей, одна для Вуга Сквад, одна для Арми и еще одна, угадайте для кого. Комменты фанатов. Простите, но это не берлога. Это семейное гнездо. В готовит почву. Он строит себе жизнь, а не декорацию. Дом с 5 спальнями — это когда ты не хочешь быть один. И вот тут подливаем масло в огонь. Среди соседей олимпийская чемпионка Пак Инби. А теперь вспоминаем, как В в последние годы просто залипал на гольф. Совпадение, или он реально строит гольф-сквад прямо у себя под окнами? Дом в PH-129 — это не холостяцкая нора.
Это реально пространство для жизни с кем-то. И как будто мало нам было новостей. Он выкладывает песню в Инстаграм. «Rearrange my world», Ась, перестрой мой мир. Текст — это чистая романтика на минималках. Мама звонит. Пошли гулять. Давай вместе решим, что надеть. Фанаты такие: алло, это что, манифест быта? Это же не песня про одинокого художника, который сидит с бокалом вина и думает о жизни. Это песня про то, что ты живешь с кем-то и делишь даже самые тупые мелочи. Комменты. Это звучит как утро с ним, с ней, а не как депресняк в одиночку. Видно, что у него уже есть тот, кто реально перестраивает его мир. А теперь складываем пазл. Песня плюс дом с 5 спальнями. Все ясно. И давайте честно. Фо всегда кидает нам знаки. Он не выйдет и не скажет «я не один». Он включит песню, которая намекает лучше любых слов. И вот тут фандом уже взорвался. Это не просто музыкальный пост, это признание через плейлист. Если раньше он писал про одиночество, то сейчас про совместную жизнь. Значит, времена изменились. Итак, у нас пазл недели. Тэхён на премьере No Other Choice. Скандал вокруг The Wedding Banquet и признание. Юн Йо Чжон. Новый пентхаус в Чхондам-доне. Песня про совместный быт. Совпадение? Или Ви опять шлет нам послание? И главный вопрос, а что дальше? Актерский дебют — фильм, который ломает табу. Или официальное признание в новой главе жизни? Пишите в комменты, какой фильм вы хотите с ним увидеть. Триллер у Пак Чхан Ука или смелую драму вроде Wedding Banquet. И не забывайте, у Ви никогда ничего не бывает просто так.